Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сплести вот такую снежинку. У меня это серебристые бусины, размер 6, но здесь можно использовать любые. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для работы я буду использовать вот такие вот бусины. Здесь размер не написан, но я померила их, и они 6 миллиметров. Также мне понадобится проволока, она у меня 0,3 миллиметра. Я беру проволоку и отрезаю примерно 1,5 метра. Я не знаю точно, сколько мне понадобится. Взяла чуть побольше, чтобы потом не наращивать. Проволоку убираю. И прежде чем плести, я вот так выравниваю проволоку, чтобы мне было удобнее плести, и она не закручивалась. Вот таким образом. Начинаю плетение и набираю на проволоку 8 бусин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На проволоке у нас 8 бусин. На леске у меня 8 бусин. И сейчас я применю прием, который обычно с проволокой не применяют. Я делаю петлю вот в эту бусину. Этот прием делают, когда плетут леской. И теперь второй край вот через эту петельку мне надо продеть. Это я делаю для того, чтобы зафиксировать именно свой круг. И теперь затягиваю в середину. Вот таким образом у нас получается круг из 8 бусин. И теперь на длинный отрезок лески, проволоки, извините, нанизываем 7 бусин. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опускаем бусины к плетению. Вот наши бусины. И теперь в четвертую снизу. 1, 2, 3, 4. Вот она. Мы леску как бы продеваем через нее. Так, 3 у нас. И одеваем вот так через снизу. Не сверху, а именно снизу. И все затягиваем. Вот что у нас получается. Теперь мы берем еще 3 бусины, одеваем на эту же леску. Мы сейчас плетем только одним краем лески. 3 бусины одеваем. И теперь надо пройти через бусину на основание. Вот это 3 бусины на сплетение. Проходим по основанию. И все подтягиваем. И вот у нас получился первый лепесток. Чтобы продолжить плетение, нам надо пройти еще через одну бусину в основание. Прохожу и протягиваю проволоку. Следим за тем, чтобы проволока не сгибалась, не образовала узелки. И теперь на эту же леску мы набираем еще 7 бусин. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще одну. 7. Опускаем наше плетение. Теперь у нас на проволоке 7 бусин, и в четвертую мы снова одеваем. Вот у нас 4-я бусина. Снизу проходим леской. Здесь у нас получится вот такое пике из бусин. Пододвигаем все как можно ближе и утягиваем. Вот что у нас получилось. Теперь вот так разворачиваем
Вот такое получается. Теперь мы набираем одну бусину на проволоку и проходим через две вот эти бусины предыдущего лепестка. Одну. Так, вот две. Вот они. Раз, два. И затягиваем. И вот у нас получается второй лепесток. Вот я подвинула камеру, и чтобы продолжить плетение, нам надо пройти через две бусины основания. Так, одна бусина. Тут все затянуто, но надо пройти, иначе никак. Вот одна бусина и следующая бусина по основанию. И протягиваем. Следим, чтобы леска у нас, проволока, не делала узелки. Вот что получается. И теперь снова набираем на леску 7 бусин. Так, леска длинная. Так, я тут чуть отрежу. Так, берем 7 бусин. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Я специально не выключаю камеру, чтобы вы могли вместе со мной, когда будете работать, набирать. Теперь я подвожу свои 7 бусин к плетению и в четвертую от основания, вот четвертая, снизу по плетению снова провожу проволокой. И затягиваю. Пододвигаю бусину как можно ближе. Вот что у нас получается. Теперь снова на эту леску набираю одну бусину. Сейчас мы будем все повторять. Подвожу ее к плетению. Вот мое плетение. И через две бусины предыдущего лепестка прохожу. Если у вас получится сразу пройти и через две бусины основания, это будет идеально. Но у меня не получается. Проволока сгибается и не получается. Так, сейчас попробую сначала вот это. Вот у меня третий лепесток. И через вот эти две бусины основания теперь мне снова надо пройти. Это как мы делали в предыдущем ряду. Так, одну и вторую. Есть. И все затягиваю. Вот у меня уже 3 лепестка. Снова я набираю 7 бусин. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Пододвигаем бусины к плетению. Четвертая бусина от основания и снизу. Вот так проходим и снова делаем вот эту верхушку. Пододвигаем все, и вот наша очередная верхушка. Затягиваем все. Снова одну бусину. Одеваем. Пропускаем ее к плетению. И проходим через две бусины предыдущего лепестка. Так, одну. Не хочет сразу через две. Вот, две бусины. И затягиваем. У нас получается следующий лепесток.
Вот таким образом. И снова нам надо через 2 бусины основания пройти. Так, выравниваю леску. Тут у меня маленький узелок образовался, вот поэтому мне немножко трудно. Не уследила. Так, прохожу. Все отсвечивает, ничего не вижу. Вот одна бусина. Так, не хочет проходить. Так, сейчас я пройду и вернусь к вам. Прошла через бусины основания. Снова 7 бус. И в 4-ю от основания, извините, снова прохожу снизу вверх по плетению. Пододвигаю бусину и затягиваю. Вот снова наша с вами пике из 4 бусин. Теперь снова одну бусину и прохожу через бусины предыдущего лепестка. Вот они. И снова у нас получается следующий лепесток. Снова прохожу через 2 бусины основания и продолжаю плетение. Плетем самостоятельно, и затем я вернусь к вам. Вот что у меня получилось. Теперь я снова должна пройти через вот эти 2 бусины основания. Я беру леску и перехожу. Так же, как мы делали до этого. Здесь немножко сложно переходить, так как у нас все затянуто, но, как я уже говорила, все возможно. Так, вот, вылезла. Сейчас подрежу чуть-чуть. Ой, извините. Так, одна бусина. Сейчас мы переходим по основанию. Вот мы перешли по основанию. И чтобы продолжить плетение дальше, нам надо пройти еще через 2 бусины лепестка последнего. Выправляем леску и через вот эти 2 бусины. Так, что ж такое? Вот, прошла. И что у нас теперь получается? Нам надо сплести последний лепесток. 2 бусины у нас здесь еще есть. Значит, нам надо набрать еще вот эту пике у нас из 4 бусин и вот эти крайние бусины. И раз 2 бусины у нас есть, мы всегда набираем 7. Значит, нам надо набрать еще 5. Так, где тут отверстие? Раз, 2, 3. Ой, улетела. 3, 4, 5. Вот наши 5 бусин. И мы делали в 4-ю с основания. Вот у нас 2 тут и 2 мы берем вот отсюда. И значит в 4-ю бусину мы проходим и делаем наше пике. Придерживаю бусину и затягиваю. Вот наше пике. И теперь мы также берем одну бусину. Здесь у нас получается уже есть 2 бусины по основанию предыдущего лепестка. Вот, берем бусину и также проходим через 2 бусины предыдущего лепестка и затягиваем. И вот что у нас получается. И теперь нам обязательно надо закрепить леску. Я снова перехожу на нижний ряд и пытаюсь пройти. Немножко сложно, как я уже говорила, так как все тут затянуто, но ничего страшного, можно пройти по нижнему
по нашему основанию. Еще раз. Здесь можно пройтись, как бы замотать между бусинами. Делаем это так, чтобы это не было видно. Несколько раз вот так пройдусь вокруг одной бусины и затем пойду дальше. Можно пройти на верхнее плетение. Главное здесь спрятать все эти кончики. Вот этим я пройду сюда. Это у меня кончик, который мы начинали в начале. И пройдусь еще вот этой вот. Ну вот, все. Оторвала, эту я обрезаю. И вот что у нас получилось. Вот такая снежинка. И вот такая снежинка у меня получилась. И, конечно, можно подвесить веревочку, за которую она будет вешаться на елку. Я одеваю через отверстие ленту, делаю небольшой узелок. Это как мы делаем в елочных игрушках. И затем одену назад. Так, так распустилась лента чуть-чуть. Вот, вроде бы поймала. И теперь через вот это отверстие раздвигаем и утягиваем веревочку. И вот что у нас получилось. Конечно, сюда еще можно спрятать бантик. Можно и без бантика. Вот такая снежинка симпатичная получилась. Я очень довольна полученным результатом. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.